Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем с вами вязать лабубу. В этом видео будем вывязывать ножки дальше уже и туловище. Также, забегая немного вперед, хочу сказать, что я уже определилась с одеждой будущего лабубу. Поэтому глазки я буду вязать вот такого цвета. То есть не черные с серым, а синие. Вот этот цвет я уже называла в обзоре. Напомню, это цвет 462 и темно-синий добавлю 429. Все остальные цвета остаются прежними. Одну ножку я уже связала, чтобы показать вам, как выглядит. И сейчас будем вязать вторую. Теперь мне потребуется крючок номер 2. Присоединять пушистую ниточку я буду в петлю перед соединительным столбиком. Вот был соединительный. И я ввожу крючок в петлю перед ним. Вытягиваю. Воздушную петлю я не делаю. Просто буду заканчивать ряд в этой же петле. Итак, вяжем дальше ножки. Это у нас будет 22 ряд. Нам необходимо провязать 18 столбиков без накида. Я вяжу крючком номер 2, но петелечки я делаю все равно вот такие свободные. Вытянула петлю и следующий раз ввожу крючок вот сюда, где был соединительный столбик, вот под петлю предыдущего ряда. Пушистую пряжу я вяжу именно в этом случае методом галочки. И вязать буду как обычно, потому что иногда вяжу по изнаночной стороне, но в данном случае буду вязать так. Еще важный момент: каждую вот эту первую петлю я обозначаю вот таким маркером под 2 стеночки, вот таким образом. Обозначила, вяжу первый столбик и петелечку вот свободную вытягиваю здесь в следующую петлю. Хвостики вот эти я ввязываю методом галочки. Напомню, здесь подхватываем ниточку вот снизу. Вот так. Второй столбик. И так дальше вяжем до конца ряда. Всего 18 столбиков без накида. Вот вытягиваю петелечки свободные. И продолжаем до конца ряда. Встретимся, когда буду довязывать. Я провязала 15 столбиков без накида по кругу. Вот вяжу 16, 17, последняя свободная петелечка, и 18 в ту петлю, где мы начинали. Итак, это был 22 ряд, 18 петель провязали. Теперь, так как здесь не видно петель особо, косичек, то вязать необходимо будет на ощупь.
Первый столбик, вот он у нас отмечен маркером. Следующий ряд 23, нам необходимо вязать 5 столбиков без накида прибавка и повторить 3 раза. Вот первая петля отмечена маркером. Ввожу сюда крючок, вытягиваю петлю и маркер переставляю вот сюда, именно на вот эту первую. Первый столбик. И здесь вот пальчиками чувствуется, вот провязан один столбик. И следующая петелька, здесь вот как бы пространство такое получается. Вот сюда я и ввожу крючок. Второй столбик, вот он провязан. Вот пространство следующее. Третий. Четвертый. Вот на расстоянии получается. Пятый. Теперь прибавка. Вот в одну петлю провязали столбик. И вот сюда же второй. Сделали прибавку. Дальше снова вот нащупала. Один. Два. Три. И петелечки свободные. 4. 5. Снова прибавка. Так, одну провязали. Вторую. Сделали прибавку. Дальше. 1. 2. 3. 4. 5. И вот у нас остается последняя петля перед маркером. Сюда делаем прибавку. Это третья прибавка. Провязали 23 ряд. У нас получается 21 петля по кругу. Теперь с 24 по 28 ряд включительно нам необходимо провязать 21 столбик без накида. По кругу вяжем без прибавок, без убавок. Еще раз покажу. Вот первая петелечка отмечена маркером. Вот так я вывела. Одну отметила. 1. И вот дальше вяжем 2, 3, 4, 5. Надеюсь, принцип понятен. Провязываем самостоятельно и встретимся, когда довяжем 28 ряд. Довязала 28 ряд. Закончила, получается, вот на центре стопы. На одной ножке, когда мы вяжем, ниточку обрезаем, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку.
На второй ножке оставляем. Будем просто продолжать вязать по кругу. Проверяем. Вот они одной высоты, одного размера, одинаковые. Теперь нам необходимо определиться вот здесь с петелечкой, в которую буду присоединять ножку, воздушную цепочку. Вот на центре стопы, надеюсь, на камеру видно. И сейчас пересниму маркер вот этот. Отмечаем. И проверяю. Вот две ножки вместе ставлю. И ориентируюсь не по маркеру вот здесь, а по петельке. Вот получается ровненько. Вот так. Теперь 29 ряд. Сразу набираю 3 воздушные петли, начиная отсюда. 1, 2, 3. И присоединяю вот сюда, в петлю, которая отмечена маркером. Сразу вяжу столбиками без накида и вяжу 21 столбик без накида по кругу, по всей ножке. 1, здесь маркер убираю, 2, 3. Так, дальше продолжаем. Я провязала по этой ножке пока 13 столбиков без накида и дошла до соединительного столбика. Его я провязываю. Вот он, соединительный. Вот этот провязанный. Я вяжу 14 столбик без накида вот в петлю предыдущего ряда. 14, подтягиваю, хвостик вяжу 15, 16 и продолжаем дальше. Продолжаем 20, 21. Вот я подошла. Здесь уже вот этот столбик следующий. Сюда мы присоединяли цепочку. Поэтому следующие 3 столбика, они будут идти по цепочке. Вот сюда за полупетли. 1, 2 и следующая 3. 3. И провязываем снова 21 столбик без накида по вот этой первой ножке. И здесь следующий столбик, в который мы будем вязать, вот который отмечен маркером. Маркер я убираю. Начало ряда у нас поменялось. Начинается ряд у нас с воздушных петель. 1, 2, 3. Продолжаем. 20 и 21 перед воздушной цепочкой.
Проверяем ножки. Вот, смотрят вперед, ровненько. Все точно. Мы провязали с вами 29 ряд, и у нас получается 48 петель по кругу с учетом вот этих вот полупетель, которые оставались. То есть 3 полупетли, 21 столбик мы провязали, 3 столбика здесь и 21 здесь. Всего 48. 30 ряд. Вяжем 1 столбик без накида. Вот этот провязанный был. И здесь уже вот воздушную, по воздушной цепочке за оставшиеся полупетли. Отмечаю маркером обязательно первую петлю. Так, 1 столбик провязали. Теперь прибавка вот здесь по центру. Вот за оставшуюся полупетельку. И сюда же провязали. Дальше вяжем 1 столбик без накида за оставшуюся полупетлю. Теперь убавка. Убавки я провязываю вот таким образом. Под косичку вытянула петельку, под следующую петлю. Вот 3 петли на крючке. И делаю убавку. Провязали, вот провязанный. И в следующую вяжем 17 столбиков без накида. Со следующей, вернее, 1, 2, 3. Продолжаем. 16, 17. Убавка. Вытянула петлю, вытянула петлю и провязала вместе. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Вот провязанная. 1 по центру. Вот 2. 3. Дальше убавка. Вытянула. Еще вытянула. И теперь 17 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 16, 17. И убавка. Вот как раз последнюю я вытягиваю перед маркером. Мы провязали 30 ряд. У нас получается 45 петель по кругу. 31 ряд. 1 столбик без накида. Маркер переодеваем. 1. Теперь 2 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка,
1 столбик без накида, убавка, теперь 15 столбиков без накида, 1, 2, продолжаем, 14, 15, теперь убавка, вот вытянула 2 петли, вот она провязана, 3 столбика без накида, 1, 2, 3, убавка, 15 столбиков без накида, 1, 2, продолжаем, 14, 15 и убавка, как раз вот последнюю петелечку я вытягиваю перед маркером. Мы провязали 31 ряд, и у нас должно получиться 43 петли. 32 ряд, 6 столбиков без накида, переставляем маркер, 1, 2, 3, вот сюда, 4. Здесь были прибавки, поэтому они тут плотненько очень друг к другу. 5, 6. Дальше убавка. Дальше вяжем 16 столбиков без накида. Вот убавка провязана. 1, 2. Продолжаем. 15, 16. Дальше прибавка. И снова 16 столбиков без накида. Вот прибавку провязали. 1, 2. Продолжаем. 14 провязано. Вот 15, 16. И убавка. Одну вытягиваем и перед маркером еще одну. Провязали 32 ряд. У нас должно получиться 42 петельки. 33 ряд. Прибавка. Переставляю. Вот сюда же. 4 столбика без накида. 1,
2, 3, 4. Снова прибавка. Вот сюда же. Дальше убавка. Теперь 32 столбика без накида. Один, 2. Продолжаем. 31, 32. И заканчиваем ряд убавкой. Провязали 33 ряд. У нас должно получиться 42 петли. И теперь с 34 по 36 ряд включительно вяжем 42 столбика без накида, просто по кругу. Провяжем самостоятельно. Довязала 36 ряд. Вот так получается. Следующий 37 ряд. 3 столбика без накида. Переставляем. Один, 2, 3. Убавка. Вытянула 2 петли. Дальше 5 столбиков без накида, убавка. Повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Первая убавка. 1, 2. Продолжаем. 4, 5. Пятая убавка. И до конца ряда провязываем еще 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали 37 ряд. У нас получается 36 петелек. 38 ряд. 2 столбика без накида. Переснимаем. 1, 2. Теперь убавка. 4 столбика без накида, убавка. Повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2. Продолжаем. 3, 4. Пятая убавка. И до конца ряда еще довязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Провязали 38 ряд. У нас получается 30 петелек.
Теперь необходимо наполнить холофайбером. При необходимости добавьте его также в стопы, чтобы они были поплотнее. Но это по желанию. Готово. Вот так получается. Продолжаем. Это у нас будет 39 ряд. 3 столбика без накида убавка. Повторяем 6 раз. Один, два, три, первая убавка, один, два, продолжаем, два, три и шестая убавка. Провязали 39 ряд. У нас получается 24 петли по кругу. Теперь с 40 по 45 ряд включительно вяжем 24 столбика без накида. Просто по кругу вяжем самостоятельно. Довязала 45 ряд. Вот так получается. И теперь хорошо наполняю холофайбером, чтобы животик и попа были хорошо выражены, кругленькие. Готово. Наполнила. И вот так выглядит животик и попа. Теперь вяжем 46 ряд, 12 убавок. Просто по 2 петли вытягиваю и делаю убавочки. Первая, вторая, третья. Продолжаем. Осталась последняя 12-я убавка. И теперь 47 ряд вяжем, у нас 12 столбиков 12 без петель накида. По кругу. Провязала 47 ряд. И теперь осталось заполнить холофайбером вот эту пустоту. Готово. Теперь делаю соединительный столбик. Вот так. Ниточку закрепляю и отрезаю. Пришивать я буду шелковой нитью, так что здесь я для пришивания не оставляю хвостик. Этот мы спрячем внутрь. На данном этапе видео я завершаю. Туловище с ножками цельновязанными готово. Вот так получилось. По размеру этот лабубу будет меньше, чем серый, которого я показывала в начале, потому что сама пряжа потоньше. Вы можете, в принципе, из любой пряжи вязать, и тем самым размер будет меняться от толщины вашей пряжи, от пушистости ее. Вот так вот получается. Я надеюсь, у вас тоже все получилось. Если остались вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях, я обязательно отвечу. А так, благодарю за внимание, благодарю за просмотр и поддержку. Для меня очень важна обратная связь, чтобы я видела, нравится, не нравится вам и все ли понятно. В общем, мне очень приятно будет почитать ваши комментарии. Также, если вам нравится, пожалуйста, поддержите лайком и
Подписывайтесь, если еще не подписаны. Итак, желаю всем вдохновения, хорошего настроения и до встречи в следующем видео. Пока-пока.